Прекрасное пушистое облако на закате подходит мне сегодня по настроению к моему этюду. Сегодня коротко о процессе этой работы. Формат небольшой, в скетчбуке. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница. Пейзаж на основе моей фотографии, ее можете забрать по ссылке внизу. Давайте с места в карьер сразу о цвете. Буду держаться холодной гаммы с нейтральным серым небом. Теплое здесь появляется на пальмах и на дороге. Я объединила всю эту холодную историю. Этим легко управлять, потому что нахожусь в аналоговой гармонии, диапазоне в этих цветах, которые стоят рядом. И для выразительности выхожу на контраст. На передний план сажу еще теплый зеленый. О сером я рассказывала подробно в моем видео о ограниченной палитре. Рекомендую к просмотру. Бумага у меня средней плотности, всего 180 грамм. Она не фактурная, но не слишком гладкая для смешанных техник. Композиционный набросок пробую в нескольких вариантах, пока не останавливаюсь на идее выделить полосу цвета. Дерево справа, группа пальм слева и здание за ними. Провода за деревом, которые будут уходить как бы в небо. Столбики и за ними тень на дороге. И вход в композицию через тень на переднем плане. Малярным скотчем закрепила лист, наметила рисунок акварельным карандашом. Первую прописку удобно писать по мокрому, смачиваю лист, рисунок плывет, но это отлично, пигмент карандаша растворяется. Сразу беру темные пятна и к ним пробую нейтральное небо. Серый чуть замешиваю с теплым красным. Кстати, в этой же последовательности пишу на пленэре, беру рядом землю и небо. Цвета работают рядом с друг другом, на расстоянии друг от друга вы не можете видеть их взаимодействие. Поэтому, чтобы увидеть колорит целиком, я быстро избавляюсь от белого листа. Добавляю теплые полосы, они у меня светлые по тону. Можно теперь добавить столбики впереди. Где там за пальмами слева находится дом. Буду часто возвращаться к силуэту пальм. 90% моей работы это силуэты. Зелень справа оживляет мою холодную гамму и подчеркивает глубину. Хочу поблагодарить всех, кто смотрит мои видео. Вы меня очень поддерживаете. Спасибо. После того, как я намечаю карандашом провода, понимаю, что мне не нужен этот элемент в глубине, я его записываю. Немного деталей в глубине, там где тень между деревом и пальмами, машины уходят вдаль. На этом этапе дорога слишком широкая, я ее немного разбиваю полосой. Села батарейка в камере, засняла на телефон, смягчаю переход в эту темную полосу. Техника называется сухая кисть, просто без воды беру краску и растираю. Касание – это один из языков живописи. Там, где цвет соприкасается с другим цветом или тоном, касания могут быть мягкими, тогда взгляд скользит, или же жесткими, тогда взгляд останавливается. Если еще говорить о мягкости, есть части композиции, которые я умышленно списываю. Жесткими и мягкими касаниями я создаю свой ритм. Они чередуются. Хочу уточнить, я говорю о пятнах, о взаимодействии пятен рядом с друг другом. Не о моем прикосновении к листу кисти, а о том, как одно пятно стоит рядом с другим. Не забываю о том, что края листа – это тоже элемент композиции. У нас окно
в эту двухмерную реальность, однако одно имеет четкое очертание сверху снизу, справа слева. Эту работу я писала не быстро, не менее часа, размышляя, переписывая куски. Было здорово разделить с вами процесс и результат. Спасибо за просмотр, делитесь впечатлениями. До встречи через неделю на моем канале.